Всем привет! Вы на канале Gemstones, с вами гемолог Ольга Меликян. Сегодня у меня будет видео подборка с 16 драгоценными камнями. Вот сейчас вы видите ассорти из драгоценных камней, часть из них попадут в эту подборку, и потом будет еще одна, из которой тоже я возьму несколько камней. Диапазон цен на эти камни в среднем 2-3 тысячи долларов за камень, есть несколько позиций чуть дороже, там в районе 5 и далее. Все драгоценные камни в наличии, на каждый из них есть сертификаты, на какие-то даже не один сертификат, поэтому кому актуально и интересно, пожалуйста, обращайтесь. Также я могу снять любую дополнительную съемку, то есть если вам не хватает материала, вы хотите при искусственном освещении, при дневном освещении, на улице, в помещении, пожалуйста, пишите, я оперативно это сделаю, и особенно это актуально, я думаю, для тех, кто находится в других городах и, например, не может приехать, а выбрать хочет удаленно. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге или, например, в Москве и собираетесь в Питер, то никаких проблем, мы можем с вами лично увидеться, я вам лично покажу эти камни, вы их все посмотрите. Единственная просьба, пожалуйста, встречаться не из праздного любопытства, а если у вас есть готовое покупательское решение, потому что, сами понимаете, у меня просто нет возможности планировать бесконечное количество встреч. Также, если обратили внимание, сегодня уникальная история. Доллар просел, причем прилично в сравнении, например, с предновогодними данными. И в этом смысле камни стали еще более привлекательны по своей цене. Кому этот вопрос актуален, я думаю, сейчас самое время. Сказать, насколько быстро продаются камни или нет, я не знаю. Это всегда очень неожиданно. Но бывает такая ситуация, когда ко мне кто-то обращается, например, ему понравился какой-то камень, решил все-таки подумать. Проходит 2 дня, обращается еще раз, а у меня его забрали. Причем буквально это происходит за полчаса. Мне звонят, говорят, все оформляйте. То есть и ничего я с этим поделать не могу. Поэтому, если есть готовое решение по какому-то из камней, не стоит тянуть, хотя бы стоит начать переписку какую-то, получить доп. Информацию и так далее, чтобы я хотя бы имела вас в виду. Мои контакты находятся в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Пожалуйста, если хотите что-то узнать, пишите мне сообщение в WhatsApp или в Telegram. Звонить не нужно, на звонки я не отвечаю, потому что их слишком много, но вот на сообщения отвечаю обязательно. Ну а теперь давайте пройдемся по камням, где я по каждому расскажу буквально пару слов. Под номером 1 бирманская шпинель совсем небольшого веса, 0,96 карат. Посмотрите при этом какой цвет, да, розово-красный. И очень интересная огранка маркиз. На моей практике это первый маркиз именно для шпинели. Вообще крайне редко эта история используется. Желтый циркон 3,10 карат, родом со Шри-Ланки, интересного цвета, такого золотисто-медового оттенка, огранка груша. Чем интересны цирконы? Они обладают отличным свойством двойного лучепреломления, что очень сильно влияет на игру. То есть играют они намного ярче, чем там те же желтые цитрины, например, или какой-то другой желтый камень. По дисперсии их показатели близки к бриллиантам. Именно с этим и связана их сильная игра. Следующий образец – это лавандовая шпинель 5,22 карата. Обычно в России предлагают лавандовую шпинель крайне маленькой каратности, то есть 1-2 каратика и так далее. Это уже полновесный вариант на хорошее кольцо красивое. Родом этот камень из Бирмы. Красивый лавандовый цвет, неплохая чистота VS. И, на мой взгляд, вот эта огранка кушон, она абсолютно интересно сочетается для любой формы пальцев и любого украшения. Под номером 4 одна из ярких пар танзанитов. Здесь что можно добавить? Красивый синий цвет, для многих это важно. Как вы знаете, танзанит обладает плеохроизмом, то есть у них проявляется 2 оттенка цвета, и синий, и фиолетовый, но в данном случае сильнее раскрывается именно синий оттенок, поэтому кому это интересно, я думаю, они это сразу заметят. Если есть пожелание создать какое-то авторское украшение на заказ, у меня есть в поле зрения несколько ювелиров, проверенных, с кем работаю я лично. Такую инфраструктуру я всю могу предоставить. Обычно выглядит каким образом? Человек определяется с выбором какого-то драгоценного камня, приобретает его, платит напрямую дилеру. Дальше, вместо того, чтобы отправлять этот камень человеку лично, я передаю его вместе с сертификатом в работу ювелиру. И уже ювелир напрямую общается с этим человеком и уже создается само украшение. Потом все украшение вместе с сертификатом отправляется безопасной связью, спецсвязью, да, и все это, в общем-то, официально, законно, никаких проблем. Как показала практика, за несколько лет, что я таким образом работаю, получается так, что многие, кто заказывал у меня драгоценные камни и в дальнейшем обращался к моим ювелирам для создания украшения, потом уже через какое-то время напрямую обращаются к этим ювелирам, создают с какими-то новыми драгоценными камнями украшения. Причем неважно, они могут их брать и через меня, и напрямую у своих каких-то поставщиков. Никаких проблем. Но главное, что они пользуются этой инфраструктурой, они уже все знают, с ювелиром они нашли уже контакт, взаимодействие. И принципиально эти украшения выглядят другими. Они созданы по
индивидуальному заказу, они максимально близки именно вам, то, что вы хотите под вашу форму лица, форму рук, да, ваши желания, потребности, и нет какого-то ощущения компромисса, то есть все сделано на высшем уровне. Ну а по срокам изготовления изделий где-то от месяца до 2, причем у меня нет никакой очереди в несколько месяцев, то есть у меня есть в поле зрения несколько проверенных ювелиров, каждый работал со мной лично, и я уверена в их качестве, поэтому здесь никаких проблем не будет, не требуется ждать полгода или год, чтобы только стартовать работу. Так что обращайтесь, с удовольствием вам помогу. Следующая пара – это гранаты Малая на серьги. То, что это гранаты Малая, это подтверждено швейцарским сертификатом лаборатории GFCO, именно Малая из Танзании, а не что-либо еще. Цвет вы видите, он именно такой, как и есть в жизни. Чистоту вы тоже видите. Цена у этих камней одна из самых привлекательных в этой подборке, поэтому кому эти камни интересны, пишите, сразу отвечу на вопросы. Ну а под номером 6, уважаемые зрители, подписчики моего канала, это турмалин лагун. Отвечу коротко. Не просто турмалин лагун, а голубой турмалин лагун, если кто-то понимает, о чем идет речь. Но думаю, смотря мой канал, вы прекрасно понимаете редкость этого камня, ценность и стоимость. Турмалин лагун у меня в Санкт-Петербурге, поэтому от вашего звонка, далее сделки, до получения этого камня в ваши руки отделяет буквально 3-4 дня. Подумайте, потому что это все-таки голубой турмалин лагун, за которым кто-то охотится даже несколько лет. Да, и у меня в конце видео будет еще один турмалин лагун в другой огранке, поэтому досмотрите до конца. Следующим номером у нас идут подборка сет из империал топазов. Это не просто сет, это сет, созданный, вы видите, да, друг другу камни идеально подходят, на серьги и на кольцо или подвеску, тут в зависимости от выбора. Этот сет империал топазов уникален по нескольким причинам. Прежде всего, это цвет и чистота. Если вы начнете искать и сравнивать с какими-то другими вариантами, то все империал топазы, которые вы найдете, они будут забиты полностью от и до. Второе, у них будет намного слабее цвет. Чтобы найти 3 камня настолько идеально и классно подобранных друг к другу, это, конечно, дилер постарался очень. Задание это сделал, выполнил, и я, честно говоря, очень довольна этим. Но это еще не все. Самое интересное состоит в том, что каждый из этих империал топазов не облагорожен, то есть не подвержен термонагреву. Чтобы это понять, мы сертифицировали каждый из этих империал топазов во французской лаборатории Бельрафон, которая лично подтвердила отсутствие низкотемпературного нагревания. Из лабораторий, которые могут это подтвердить, это единицы таких лабораторий. И то, что нам удалось получить такую информацию по каждому из этих камней, делает каждый из этих камней просто уникальным. На сегодняшний день в России нет предложений по империал топазам негретым такого цвета и с такой чистотой. Поэтому для кого-то это будет абсолютно эксклюзивный комплект, который будет подчеркивать просто невероятную индивидуальность. Так что пишите мне в WhatsApp или Telegram. Под номером 9 черная жемчужина Таити, таитянский жемчуг, 9,60 карат. Конечно, большинство думает, что черный жемчуг валяется у нас под ногами, куда ни зайди в любой торговый центр. Миллионы предложений, вариантов, и целые нити этих жемчугов стоят 20 тысяч рублей и так далее. Все, что предлагают за эти деньги, это по сути пресноводный жемчуг, выращенный в Китае на рисовых полях и затем крашеный, он тонированный. Здесь в этом видео я показываю настоящую черную жемчужину таитянскую, которую создал моллюск черногубый, благодаря чему она имеет такой оттенок. Но кроме этого всего, на каждую из таких жемчужин у меня предлагается сертификат GA, и в этом сертификате указано, что жемчужина имеет превосходные характеристики по качеству. А именно, речь прежде всего идет об отсутствии так называемых кизу. Кизу — это такие ямки, выбоины, которые получаются естественным путем, но 99% жемчуга содержит эти ямки. В данном случае это интересная история, потому что эта жемчужина не имеет кизу совсем, поэтому и ценник, безусловно, на нее выше. Следующий драгоценный камень – это аквамарин под номером 10, 5,93 карата. Этот камень привезен с Мадагаскара коллекционером. Чистота у этого камня VS, голубой красивый оттенок цвета. Чем хороша огранка кушон, тем, что можно с этим камнем делать что угодно. И подвеску делать, и кольцо, и располагать перпендикулярно, вертикально, горизонтально, то есть как нравится. На сегодняшний день на Мадагаскаре камни, которые добываются, к сожалению, добываются с более слабым цветом. И те образцы, те лоты, которые мне показывают сейчас аквамаринов, они, к сожалению, уже низкого качества. То есть такие образцы – это варианты добычи еще там 2, 3, 4-летней давности, когда такие образцы
образцы еще попадались. Цены на аквамарины растут. Конечно, это может быть не такой супер растущий камень, как, например, рубин и так далее, но тем не менее цена на него растет, а при условии сегодняшней цены привлекательной доллара это становится вдвойне интересным. Под номером 11 черный звездчатый сапфир 5,74 карата. И, внимание, этот сапфир не из Таиланда, не из Чантабури, а этот сапфир кенийский, родом из Кении. Да, это тот самый неуловимый кенийский звездчатый сапфир. Причем, прошу заметить, без облагораживания, сертифицированный швейцарской лабораторией GFCO. Обратите внимание на его лучи, достаточно тонкие. В нем присутствуют и видны очень зоны роста, которые сходятся в центре камня, да, что делает, в общем-то, камень интересным, уникальным и каждый рисунок неповторимым. Кому интересен эксклюзив, пишите. Ну а следующим представителем является интересный образец весом 5,53 карата. Вот прямо сейчас поставьте на паузу, поставьте, и напишите, что это за камень. Мне даже интересно, кто сможет действительно ответить, потому что, уверена, версий будет много. Ну что, надеюсь, что вы определились, написали, что это за камень, подумали. Ну а теперь я раскрою интригу. Это интересный гранат Малая, 5,53 карата, родом из Африки. Да, это африканец, он немного другого оттенка, чем та пара, которую мы встречали в начале. У него чуть более теплый оттенок присутствует, и кроме того, он еще, вот именно этот образец, обладает легкой сменой цвета, от розоватого к персиковому. Очень хорошо это проявляется именно при разном освещении, что можно сразу заметить. На камень, естественно, есть сертификат, и камень не облагорожен. Под номером 13 редкость турмалин лагун 4,18 карат, голубой турмалин лагун. Обратите внимание, всего 4 карата. Внешне он выглядит карат на 7. Огранщику удалось в этом камне соблюсти пропорции таким образом, что камень визуально кажется больше, чем есть на самом деле, да, и в принципе очень интересно, мне кажется, будет сделать с ним кольцо. Камень, естественно, не облагорожен. Если помните, перед Новым годом ко мне приехали несколько турмалинов лагун, так вот, там было 3 голубых турмалина лагун, самый крупный улетел буквально за полчаса. Осталось только эти 2, и уже по ним ведутся переговоры. Поэтому, если этот камень ваш, рекомендую написать сообщение. Под номером 14 пара синих танзанитов, 5,82 карата, Танзания, месторождение Мерилани. Хороший синий цвет, есть переход к фиолетовому, достаточно густой, насыщенный оттенок, это один из самых топовых цветов. Пара подобрана удачно и по размерам, и по цветовому содержанию. На камень есть сертификат. Ну и в продолжении танзанитовой темы под номером 15 5,71 карат образец. Он составил бы неплохую пару к тем октагонам танзанитов, которые я показывала в начале видео. Камень проявляет синий оттенок, видны фиолетовые всполохи и даже, если обратите, определенные малиновые вспышки. Под номером 16 золотистая жемчужина южных морей, 16-10 карат. Это один из самых ценных и дорогих видов жемчуга. Выращивать ее крайне сложно. Одна жемчужина выращивается порядка 3 лет, 2,5-3 лет. Выращивает ее крупный моллюск, и процесс этот явно сложный в связи с ухудшением экологии. Поэтому на сегодняшний день золотистые жемчужины – это история редкая, и эта ситуация будет только ухудшаться. На эту жемчужину предоставлен сертификат американской лаборатории GIA, который подтверждает ее наивысшие качества. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Надеюсь, вам понравилась подборка этих камней, их цвета, их формы. Напишите в комментариях, какой из этих камней вас привлек более всего.